Всем привет! В последнее время новости об АвтоВАЗе заполонили интернет. Создается ощущение, что происходит какая-то активная рекламная кампания, которая каждый раз работает не в пользу Лады. Одни заголовки говорят о серьезных намерениях отечественного автогиганта выпускать по 400 тысяч автомобилей в год. Другие о многомиллиардных долгах, в которых погрязла компания. Тут же выходит новость о том, что Ниву наконец дорабатывают и поставят более мощный шеснарь, который, между прочим, не из чего собирать. Даже на Весты их не хватает. При всем при этом прайс на весь модельный ряд только и делает, что растет. Последний подъем цен был буквально на днях. А продаж, само собой, как не было, так и нет. Глава АвтоВАЗа господин Соколов на эту проблему растущих ценников придумывает совершенно различные оправдания. Мол, сами понимаете, сейчас время такое, логистические цепочки нарушены, что выпускать локализованные детали в России выходит дороже, чем брать готовые за рубежом. Да и вообще, АвтоВАЗ сейчас главный страдалец. Все эти иномарки, ввезенные по параллельному импорту, не дают нормально продавать качественный отечественный автопром. А потому руководство Лады каждый раз наседает на государство с просьбой оказать поддержку. Естественно, речь идет о государственных программах с очередными финансовыми вложениями. Поэтому о проблемах АвтоВАЗа везде и всюду только и говорят. Но как по мне, у АвтоВАЗа есть одна единственная беда, с которой и появились все текущие проблемы. Желание получить как можно больше денег, вместо того, чтобы делать машины. Отечественные автолюбители давно призывают АвтоВАЗ одуматься и сделать автомобили ближе к народу. Адекватный ценник, доступные и качественные модели и так далее. Но каждый раз, когда в Ладе думают о народе, ценник задирается очередной раз. По итогу жадность приводит к бедности. Захотели получить побольше прибыли от простого народа, продавая повозки 50-летней давности с мелкими изменениями, теперь не получают ничего. Даже государство начало обходить стороной просьбы и требования руководства Лады ограничить импорт в страну конкурентов. Как мне кажется, всю эту структуру пора разогнать за их жадность. Ведь по итогу все бюджетные вливания в эту компанию, судя по всему, идут мимо производства, мимо инженеров, простых работяг с завода. Идут они прямиком в прибавку к зарплате целому полчищу эффективного топ-менеджмента АвтоВАЗа. Причем я ни в коем случае не виню в этом самих простых рабочих, которым, наверное, тоже стыдно приходить каждый день на работу и делать автомобили разработки середины прошлого века. По итогу мы имеем древние машины, никакого развития и постоянные просьбы и выпрашивание дополнительных бюджетных средств, а также рост ценников, чтобы хоть как-то выйти в ноль за счет продаж. А народ продолжает укатывать выпущенные десятки лет назад автомобили, которые с тех пор мало чем поменялись, без возможности позволить себе ту же Гранту или Весту с салона. Сегодня зашел на сайт autospot.ru и заметил, что предложений на новое авто стало гораздо больше, а скидки за наличные уже не редкость. Но тут все понятно, машины, везенные в прошлом году, дилерам нужно продать и привезти этого года. Валюта вновь скачет, и сделать это надо максимально быстро. Ссылку на новое авто с достойными скидками как за наличные, так и за кредит Trade-in я оставил в описании, пользуйтесь. Также на Автоспот вы найдете лучшее предложение на ТО вашего автомобиля. Если уж АвтоВАЗ открыто выпрашивает денег у правительства, то всю систему надо в корне менять. Полученные средства должны идти не в счет зарплат абсолютно бесполезных манагеров, а в развитие производства и разработки новых современных моделей. Тогда, может, и уйдут в прошлое небезопасные и откровенно старые модели. А вместе с ними и сфора любителей полакомиться за счет бюджетной поддержки от страны. А уж если не умеем и никогда не научимся делать по-настоящему свои качественные и современные автомобили, то не мучайте ту же бедную Ниву своими доработками и не пытайтесь запихнуть что-нибудь этакое, чтобы вновь задрать ценник, а просто попытайтесь сделать доступный по цене автомобиль. Сейчас мигом пролетит пару лет, и китайцы развернут полностью локализованное производство своих кроссоверов и седанов, которые на данный момент стоят в 1,5-2 раза дороже, чем в Китае из-за заградительных пошлин
и утилизационного сбора. Вот тогда мы и посмотрим, что лучше брать гранту за 1,5 миллиона или напичканный всем, чем только можно, современный, безопасный и хоть куда-то едущий китайский седанчик за те же деньги. Возможно, на тот момент эффективное руководство АвтоВАЗа одумается и ценники все же опустит. Но какой в этом будет толк? Что делать нам, простым гражданам, в это время? Не покупать новые лады. В этом нет абсолютно никакого смысла, ведь вы просто будете переплачивать деньги ни за что. Небольшое уточнение. Лада делает не такие уж и плохие машины. Да, они относительно надежные, проблем в обслуживании и ремонте нет. С задачами, которые на них возложены, справляются на ура. Но абсолютно ни одна модель Лады в реальности на данный момент не стоит тех денег, которые за них просят менеджеры. И пока в приоритете такой большой компании будет стоять желание набить карманы за наш счет, я думаю, ничего не поменяется. Ценники на Лады будут непомерно расти, а компания грязнуть в долгах и забивать автосалоны избытком никому не нужных автомобилей. Такими темпами АвтоВАЗу можно прогнозировать скорое закрытие. Таково мое мнение насчет непомерного денежного аппетита отечественного автогиганта. И ответ на вопрос, почему цены на Лады стали такими неадекватными. А как считаете вы, что нужно сделать, чтобы нормализовались цены? Пишите в комментариях.